Hola, amigos. Ребят, всем привет, это Андрей и Нади, мы уже 1,5 года живем в Аргентине. И в этом выпуске мы добрались до самого немецкого городка в Латинской Америке, наверное, да? Виша Генераль Бельграно. Погнали. Снова на автобусном вокзале, и здесь снова полная киломба. Вот. Чё где? Тут просто вот это расписание. А вообще, что куда едет. А мне нравится. Чё, типа, ваш автобус должен приехать на платформу с 26 по 42-ю. Вот смотрите, где 26-я платформа, и посмотрите, где 42-я. Это элемент неожиданности. Как разобраться в этом, я вообще не знаю. Да, это вносит некоторую перчинку, так сказать, путешествия. Пиканты. На полчаса опоздали. Всего 30 минут. А 30 минут рамки. ничего не значит здесь. Вообще ничего не значит. Ну что, ночь в комфортабельном автобусе. Мы на месте. Нормально поспал. Я сны даже видел. И чтобы сразу было понятно, куда мы прибыли. Виша Генераль Бельграно – это настоящий немецкий городок в Аргентине. Из жизни отдыхающих. Да, ну не просто так мы так долго ехали. Здесь вообще отличается от Буэнос-Айреса погода. Здесь прямо сейчас такая жаришка такая мощная. Только сегодня, завтра будет уже холодно. Как частенько бывает в поездках, сегодня первый день, после кучи работы, ночь, соответственно, в автобусе, вот. Нужно было поспать, и сегодня, видимо, самый жаркий день будет нашей поездки. А потом обещают дожди, ну, надеюсь, все-таки будет хорошо. Ребята, если хотите ощутить себя на улочках средневековой Европы, то приезжайте сюда. Ну, секунд 10 вам обеспечено. Потом ощущение, конечно, разваливается, да. Все-таки Аргентина есть Аргентина. Но вот здесь прикольно. Попал. Я в Германии много где бывал, и ну, там почти по всей Германии, и, конечно, в Аргентине обнаружить такое забавно. Вот. Но сделано с любовью, кстати. Да, все так очень симпатичненько. Но солнце все время напоминает о том, что нет, парень, ты в Аргентине. В меню, знаешь, присутствуют всякие немецкие штучки, да, и
Вот вурст, то есть карри-вурст последний раз я видел в Берлине, а вот теперь Виша Генераль Бельграно. Но у них правда, не карри-вурст, у них наквурст какой-то. Надо попробовать. Пупсик, будешь сальчичас? Сальчичес, это, кстати, такса также. И также сосиска. Поэтому мне обидно за таксу. Что, у меня вот какой-то немецкий набор. А Пупсик у меня предпочитает кухню Лас-Вегаса. Почему Лас-Вегас? Салат Цезарь, придуман в Лас-Вегасе. Вы знаете, у меня супруга, она такая активная. Я все время с ней в какие-то истории попадаю. Приходится лезть. Выше, выше. Что творится? Не знаю. Ну, я не жалуюсь. Ага. Механизм. После обеда с сарделькой прямо вот то, что вот надо. Ой. Фу. Если у вас нет коптера, но есть 300 песо, то у вас есть вид сверху, Виша Генераль Бельграно. Видите, город настолько немецкий, что даже школа тоже Deutsch. Сплошной Deutsche тут. Deutsche Welle. Здесь еще через весь город проходят то ли одна, то ли две реки. Они как-то разветвляются. И поэтому здесь есть такая прогулочная зона вдоль воды. А вода и не холодная, оказывается, нагрелась. Слушайте, ну вот если не знать, да, то здесь, конечно, как будто, ну, то ли хорошая, прям хорошая летняя погода где-то в Подмосковье, ну, в таком красивом месте, да. Вот. Это даже в том же самом этом, как его? Барелочи? Да нет, в Москве-то этот, как он, Коломенское. Даже в Коломенском там есть этот вот овраг такой, да, и там ручей течет, вот похоже именно, ну, по растительности, то есть здесь вот, это то, чего не хватает вот в Буэнос-Айресе, там нет такого, что внутри города, ну, типа куска природы вот такой вот, не сквер какой-то красиво разбитый, а просто вот типа ручей, деревья какие-то. Ну все, угли получились, мясо поспевает. Специально по этому случаю дорогостоящее импортное пиво, салатик. И спасибо уважаемому сеньору, мясо продал хорошее. Да? Вкусно? Ночью был дождь, идем на завтрак, а сегодня в Аргентине президентские выборы. И впереди, что впереди, никто не знает. Ты знаешь, что впереди? Нет. Но я за свои, сколько там, 36 лет впервые стану свидетелем выборов, где не знает никто исход.
Что мне кажется, вполне себе интересно. Вот она, демократия. Бери запускай. Раз, два, 3. Это стандартный аргентинский завтрак. Desayuno Argentina. No pasa nada. Что, ребят, мы продолжаем вот этот немецкий образ жизни. Значит, не съел сардельку, день прошел зря. Но, так сказать, аргентинский нюанс, просто еще 2 куска мяса нужно положить. Ну, чё нет. Кушай, деточка, кушай. На меня надо. Такая голодная, конечно, тяжело прокормить. Мы пообедали, и, значит, моя неугомонная спутница хочет на пик Алимания. Вон, вот, смотрите. Вон, видите, вот туда куда-то. Ой, так далеко. А ты думала? Говорит, легко. Ну, идем, что. Изи. Изи-пизи. Изи. Так, ну вот. Пико Алеман. Один и 3 километра, подъем 238 метров, приблизительное время пути час. В одну сторону. Очень хорошо. Но только разница была, что в том, что мы тоже поднимались, когда глину искали. А вот внизу, в низине был этот ключ, и мы спускались по крутому. Хорошо. Ключ на старт. Хорошо. Угу. Что говорит, вообще непонятно. Он там пошел нам навстречу какой-то настоящий турист в трекингах и ботинках. И вот, значит, да. На моде, чисто на моде. На голую ногу, что ли, еще? Почему? Носочки. А, ну все, тогда вопроса нет. Я, Давай. между прочим, профессиональный ходок. Знаешь? Так, ну что, легкая прогулка после обеда с подачи, значит, моей супруги. Вот, пожалуйста. Нормально, что. Чисто так, разогнать жир. Не зря что сардельки ели. А я, кстати, был на самой высокой точке Германии. Это какая? Зюгшпица. Если я не путаю, или Цугшпица. Самая высокая точка Германии, граница с Австрией. Вот. А теперь вот видите, Пико Алеман. Все, так сказать, горы облазил. Вот мой траблмейкер. Я твой гид. Нет, мой adventure buddy. Тут понимаете просто в чем дело? Вот мы хоть и забрались на самую высокую точку, да? Но вот там, где вот? А там нет тропы, по-моему. Вот там, вот видите, вот это явно еще чуть-чуть повыше. Мне кажется, еще часика, и мы будем выше всех. Пойдем, пупсик. Чего уж там размениваться-то? Не? Такой ты авантюрист. Вон тропинка есть. Все, я пошел, догоняй. Что там, какие-то выборы, не выборы? Короче, нормально тут отдыхаю. Привет пацанам из Пензы и Тольятти. Да, погодка нынче стоит, конечно, странная. Вот и покушать принесли. Не сфоткал, считай, не ел. Вообще. Привет, Оптита. Вчера прошли президентские выборы. Ну, пока ничего нового. А второй тур.
И в лидеры пока выбился человек, который представляет пиранистов, киршнеристов, то есть та власть, которая сейчас находится, управляет Аргентиной. А авангардист, так сказать, Милей на втором месте. Поэтому где-то через месяц будет второй тур. Ну, посмотрим. Как бы есть предсказание, что вот этот месяц движуха будет не прекращаться. Какие-то митинги, скачки курса и прочая нестабильность. Ну, посмотрим. Что. Пока живем. У нас в отеле дают классический завтрак, так сказать, десашуно аргентино. Вот. Ну, малышке как бы не хватило. Говорит, пойдем еще что-нибудь съедим. Пришли в кафе. Заказал человек блинчики. Крепе. Да? Крепе. Говорит, ну, с дульси де лече. Ну да, с дульси де лече. Принесли. Как бы вот это. У меня нет слов. В Самурае нет цели, только путь. Мы нашли еще один маршрут и идем по нему. У природы, конечно, нет плохой погоды, да, но вчера в итоге лило, считай, весь день. Ну, ладно. Яркое лето сменилось на Да. прохладную осень. Да, самый прикол, что вот здесь как только облачность спадет, здесь будет жара, просто сразу 30 градусов. Ну вот, затянуло. Ну ничего, зато гулять легче, конечно, чем по жаре. Мы зашли в какой-то лесок, и сразу просто прям вот нормальное такое московское лето где-нибудь в Переделкино. Прикольно. Забрались, и очередной вид. Перспектива. Кстати, видите, это вот это никакие не Анды, но здесь еще есть вершины, и вон почти 3000 метров. Мы решили составить настоящий пивной гид по Виши Генераль Бельграно. И поможет нам в этом Дмитрий. Эксперт, приглашенный эксперт. Да, дорогие друзья, прямо сейчас, Оля, Мешами Дима, Спирин. И прямо сейчас мы находимся в Виже Генерал Бельграно, значит, где-то под Кордобой, где обосновались выходцы из Германии, из Австрии, из Швейцарии. Короче говоря, люди, которые уехали сюда из Европы еще, по-моему, до революции. Вот. И они здесь организовали поселение, которое очень сильно похоже на, собственно, то, на что они, как они жили у себя в родине Европе. И вот они варят здесь удивительные сорта пива, которое не поступает в массовую дистрибьюцию и продается вот в таких вот местах, в одном из которых мы прямо сейчас находимся. Это заведение называется Оттиля, и одноименное пиво нам только что подали, и я его впервые разливаю по вот таким вот бокальчикам. Бокальчики тоже достаточно, в общем, аутентичные, немецкого типа. То есть это просто 200-граммовый аналог литрового танка. Да? Хотя
когда мы были с ребятами в Дюссельдорфе, записывали там несколько альбомов. Ездили в Кёльн, который неподалеку. И вот там пиво Кёльш тоже разливается в тамошних пивных вот такой формат. Оставайтесь с нами, я продумчу. Muy rico. Вот. Сейчас мы сидим во втором по счету заведении, которое называется Brewhaus Brunner. Да, и покажу логи у них на салфетке. Вот. И прямо сейчас я готовлюсь испробовать их пиво, специально сваренное к Октоберфесту, который отгремел и завершился буквально несколько дней назад. По этим улицам ходили толпы веселых туристов и местных людей, которые радовались, без остановки плясали, пели, бухали, пробовали разные сорта, и все местные пивоварни выкатили по хотя бы одному специальному сорту. И вот в этом заведении оно не кончилось. Я сейчас попробую, на славу ли оно сварено. Я думаю, что на славу. Так, а у меня Хайфвайзен, да? Какой? Хефевайзен. В общем, пшеничные, нефильтрованные. Ну, вполне. Так, пиво. Muy rico, muy bien. Вот, значит, под эти баварские напевы мы переместились в место под названием Мюник. Вот. У меня, значит, пиво Добель, как оно называется? Добельбок или что-то такое, Бок. да? А у меня пиво обычное. Обычный немецко-баварский пилснерскообразный светлый напиток пенный. Как пенный. О, хлебушек какой. Very good. Muy bien. У тебя темный. Надо говорить, das ist fantastisch. Ja, Ja, sehr gut. wunderschön. Во всех трех заведениях пиво было выше всяких похвал. Если честно, мы здесь в Аргентине грустим и скучаем по разному пиву, потому что пиво, представленное в Буэнос-Айресе и в массовом сегменте, не блещет разнообразием. И я бы не сказал, что оно некачественное, но оно, в общем, оно очень быстро приедается, потому что оно одинаковое. И вот, наконец, мы приехали в место, где полтора десятка мини-пивоварен делает по-настоящему качественный немецкий продукт, без всяких скидок, без ничего. Настоящее пиво, как мы его знаем по Европе там, и так далее. Вот. И поэтому я с трудом, на самом деле, и с большой тяжестью в сердце отдаю первое место тому заведению, в которое мы сегодня зашли первыми. Оно называлось Отилия. Отилия. Да, и пиво также называлось, и само заведение. Почему? Возможно, на самом деле, это субъективно и предвзято. Просто после очень-очень долгого перерыва мы наконец-то хлебнули настоящего пивка. Хлебного напитка. Хлебного напитка хлебнули, да. Хмельного. Из кувшинчика, с пеной. Вот. И, возможно, оно так поразило, настолько сильно, сразу ярко ударило во все вкусовые и прочие рецепторы, что именно оно запомнилось больше. Кто знает, может быть, завтра рейтинг будет расставлен по-другому. Ребята, и вот мы в Кумбрис-Сити. Ла Кумбрис-Сита. Правильно? Пока ехали, виды чудесные были вообще, захватывающие. Но они были не видны. Они были не видны. В общем-то, Кумбрис-Сита тоже пока от нас прячется. Надеюсь, как-то разглядеть. Да. Вот.
Лошадочки. Класс. А вот замена лошадки современная. Не, ну это просто как у нас в Баварии. Вот, не отличить. Что говоришь? Как у нас в Баварии, говорю, природа. Типичная. Удивительное дело, потому что здесь реально вот прям такая, ну, можно сказать, альпийская деревушка. То есть здесь предгорье. Причем, я так и не понял, что это за горы, но здесь есть вершины, даже там почти 3000 метров. Lunda, Eisgekühl, Eisgekühl, da war mal Lunda. Кстати, тут даже Владимир Владимирович есть. Вау. Кто раскачивает? Кто раскачивает? Мы нашли поезд. Поезд, конечно, довольно специфический. Хотя вокзал прикольный. Вот, значит, вокзал. Вот поезд. А самое главное... Вот, видите? Да, для Гранада можем организовать. Que está lleno arriba, tenemos un par de lugares, están todas las cosas de los chicos. И arriba no. Слушай, тут просто даже никакой телевизор не нужен. Прям вот сидишь, у тебя то открылся вид, то закрылся вид. Фантастика. Тут что, группа школьников, вообще место закрыто на спецобслуживание, но мы сказали, что мы репетиторы. Да, по русскому По языку. какому языку? На русском, да. И хорошо. Погружение в языковую Погружение, среду. да, абсолютное. Преподаватель не знает ни слова по-испански. Да. Кроме Кроме Китая. Китай. И тот убьет. И тут и он Унамас. Una cerveza, por favor. una cerveza o dos cervezas. Вот, притом, кстати, смотрите, вот пиво местное, надо отдать должное их честности. На пиве написано, видите, типа кёльш. То есть не просто кёльш, а ну типа кёльш. Вот. кёльш. Это вот они молодцы, да. Не врут. Правдорубы, буквально. Muy bien. Levanta la mano. Извините. Дискульпе. Очень красивый городок. Сегодня у нас такие тут специфические погодные условия, но это интересно. И повод вернуться еще раз в хорошую погоду. Даже можно на несколько дней сюда приехать. Потому что здесь много всяких пеших каких-то троп и прочего.
Рекомендацион. Рекомендацион? Очень. А мне, наоборот, понравилось, что здесь туман, и это такой прям специфичный кинематографичный эффект дало. Я вообще считаю, что, несмотря на погоду, всегда надо выходить в позитив. О! В общем, на мой взгляд, офигенный отель, и походу он вообще новый, поэтому все супер качественно. Качественный отельчик. Да, и, кстати, если кто-нибудь из наших уважаемых зрителей еще и владелец какого-нибудь отеля в Аргентине, приглашайте нас-то. Мы приедем, поживем, осмотрим все и скажем свое мнение. Да.